Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такую красивую регланную линию, связанную сверху вниз. Данную регланную линию можно использовать в плечевых изделиях, очень красивая. Вот таким вот образом она выглядит с лицевой стороны, с изнанки. Тоже очень красиво и аккуратно. Раппорт данной регланной линии в ширину составляет 6 петель, в высоту 2 ряда. Если вам понравилась данная регланная линия, давайте ее свяжем вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста набираем 10 петель. Я провязала буквально 3 ряда лицевыми петлями. Это имитация горловины. Вязать это не нужно, просто чтобы вы понимали. Далее я вот эти вот петли все разделю напополам. Получается, так как у меня здесь 10 петель, с одной стороны у меня будет 5 петель, и с другой стороны у меня будет 5 петель. И посерединке я повешу маркер. Нулевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной на протяжении всего вязания. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 3 изнаночные петли, то есть не довязывая одну петлю до маркера. Вот эту вот петлю, которая у нас осталась перед маркером, мне надо провязать двойной изнаночной. Мы можем вывязать одну изнаночную из этой петли, петлю с левой спицы не сбрасываем, из этой же петли вывязываем вторую сразу же. У нас получилась вот такая вот двойная петля. Либо можете ввести правую спицу в данную петлю, сделать 2 обвития и провязать как обычной изнаночной петлей. Маркер перебрасываем. И сразу после маркера следующую петлю мне также нужно провязать двойной изнаночный. Вводим спицу, обвиваем рабочей ниточкой 2 раза и вывязываем как обычно изнаночная петля. Далее провязываю все петли лицевыми, последняя кромочная. Второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 1 лицевая. Получается, у нас должно остаться до маркера 3 петли. 1 двойная петля и 2 обычные. Снимаю, не провязывая на правую спицу, 1, вторую петлю, третью петлю также снимая, сбрасывая накид. Вот такая немножко длинненькая петля у нас получилась. Маркер пока что снимаю. И также 4 петлю мы снимаем, не провязывая, также сбрасывая накид. 4 петли мы сняли, не провязывая. Теперь левой спицей подхватываем вторую, третью и 4 петлю. Вот эту вот первую петлю самую мы оставляем. И теперь правой спицей подхватываем вот эту оставленную петлю и меняем местами. Переносим вот эту вот петлю, самую первую, обратно на левую спицу. И теперь нам нужно провязать вот эту вот длинную петлю лицевая. Из следующей петли нам нужно вывязать 2 лицевые петли. Сначала за нижнюю правую стеночку провязываю 1 лицевую, теперь за верхнюю стеночку провязываю 2 лицевую. У нас из одной петли получилось 2. Далее провязывая 1 лицевая, вешаю маркер. И теперь обратно нам нужно поменять петли местами. Переснимаю 3 петли на правую спицу. Подхватываю третью петлю, считаю 1, 2, 3 левой спицей. Все петли снимаю, аккуратненько поддерживая. Вторую и третью петлю обратно переношу на правую спицу. Вот таким вот образом. Теперь вот эти вот 2 петли с правой спицы переношу на левую. И провязываю 1 лицевая. Из следующей петли нам нужно вывязать 2 лицевые петли. Сначала за нижнюю стеночку петли и затем за верхнюю стеночку петли. Далее провязываю вот эту длинную петельку лицевой.
Только смотрите, вот эти длинные петли провязываете ровненько, чтобы они лежали, не были перекрученные. И далее все оставшиеся петли вяжем 1 лицевая и кромочная. Мы с вами провязали раппорт узора в высоту. Повторяется раппорт узора с 1 по 2 ряд. Нулевой ряд мы не повторяем. Он вяжется только 1 раз. Получается, дальше у нас раппорт наш будет состоять только из 2 рядов. Давайте я вам покажу на таком вот уже большом образце. Первую кромочную петлю я снимаю, далее все петли я провязываю изнаночными, не довязывая 1 петлю до маркера. Маркер у нас обозначает середину наших петель. У нас осталась 1 петля до маркера. Нам нужно вот эту петлю провязать двойной изнаночной. Ввожу спицу в данную петлю, обвиваю 2 раза спицу рабочей ниточкой и провязываю, как обычная изнаночная петля. У нас получилась вот петля с 2 вот такими витками. Маркер перебрасываю. Сразу после маркера я также должна провязать 1 петлю двойную. Ввожу правую спицу в петлю, обвиваю данной рабочей ниточкой спицу 2 раза и провязываю, как обычная изнаночная петля. Далее провязываю все петли изнаночными. Последняя петля кромочная. Второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Вяжу все петли лицевыми, не довязывая до маркера 3 петли. У меня до маркера осталось 3 петли. 1 двойная петля, 2 и 3. Теперь я переношу на правую спицу первую, вторую, 3 петлю также перенесу, сбрасывая 1 виток. Маркер пока что снимаю, и 4 петлю я также переношу, сбрасывая 2 виток. И теперь подхватываю с изнаночной стороны левой спицы 2, 3 и 4 петлю. Вот эту первую петлю не подхватываю. Снимаю все петли, правой спицы подхватываю первую петлю, меняю местами, и получается первую петлю обратно переношу на левую спицу. И теперь провязываю 1 лицевая. Сразу после вот такой длинной петли нам нужно провязать двойную лицевую петлю. За нижнюю стеночку 1 лицевая петля и за верхнюю стеночку 2 лицевая петля. После того, как мы вывязали 2 петли с одной, сбрасываем петлю с левой спицы. Далее 1 лицевая, вешаем маркер, это наша серединка. И теперь нам также нужно поменять петли местами. Снимаю первую петлю, не провязывая, 2 и 3. С лицевой стороны подхватываю 3 петлю, получается 1, 2, 3 левой спицей. 3 петли с правой спицы снимаю и с изнаночной стороны подхватываю правой спицы 2 и 3 петлю. Меняю вот эти петли местами. Теперь вот эти вот 2 петли переношу обратно на левую спицу и провязываю 1 лицевая. Далее из 1 петли провязываю 2. За нижнюю стеночку 1 лицевая петля и за верхнюю стеночку 2 лицевая петля. Длинную петлю провязываем лицевой, только смотрите, чтобы она у вас лежала ровненько. И далее провязываем все петли лицевыми, последняя кромочная. У нас получается в каждом лицевом ряду добавляется по 2 петли. И после того, как вы провяжете побольше раппортов, у вас вот такая вот регланная линия получится. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.